Сезон дождей в этом году выдался беспощадным. Мутная, рыжая от глины река Чембези превратилась в ревущего зверя. Марк, фотограф-натуралист, проживший в этих краях более 10 лет, никогда не видел воду такой высокой. Он сидел в своем видавшем виды джипе на возвышенности, наблюдая за тем, как стихия поглощает прибрежные акации. Внезапно тишину, нарушаемую лишь гулом воды, прорезал трубный звук. Это был крик отчаяния. На противоположном берегу из густых зарослей вышло стадо слонов. Они выглядели взволнованными. Во главе шла старая слониха-матриарх. Она то и дело заходила в воду, прощупывала дно хоботом и возвращалась назад, издавая низкие вибрирующие звуки. В центре стада Марк заметил причину их паники. Совсем маленький слоненок, едва достававший ростом до колена матери, подскользнулся на размокшем берегу. Секунда, и серая туша скрылась в бурлящем потоке. Мать бросилась вслед за ним, но течение было слишком сильным. Она пыталась подхватить малыша хоботом, но лишь толкала его дальше от берега, туда, где река набирала свою смертельную силу. Марк не раздумывал. Он знал, что законы природы суровы, и человеку не стоит вмешиваться. Но видеть, как маленькая жизнь угасает в пене грязной воды, было выше его сил. «Эй, держись, малый!» — крикнул он, хотя понимал, что его голос тонет в шуме воды. Он сорвал с себя тяжелую куртку, схватил из багажника длинный буксировочный трос и обвязал его вокруг массивного ствола баобаба, стоявшего у самой кромки. Другой конец он обмотал вокруг пояса. Ледяная вода обжгла тело, когда он нырнул. Его швыряло как щепку. Грязь забивала глаза, а проплывающие мимо ветки норовили ударить по голове. Марк видел слоненка. Тот уже почти не боролся. Лишь его хобот, словно маленькая перископическая трубка, судорожно дергался над поверхностью. Когда до малыша оставалось пару метров, Марка накрыло волной. Он сглотнул горькую воду, но, вынырнув, сумел ухватиться за складку кожи на спине слоненка. Тот, почувствовав опору, в панике попытался взобраться на человека, чуть не утопив своего спасителя. «Тише, тише!» — хрипел Марк, захлебываясь. Используя всю силу своих мышц и натяжение троса, он начал сантиметр за сантиметром вытягивать себя и 50-килограммовое сокровище к своему берегу. Река сопротивлялась, пытаясь забрать добычу, но дерево на берегу держало крепко. Когда Марк наконец почувствовал под ногами твердую почву, он был на грани обморока. Он вытащил слоненка на пологий участок берега. Малыш лежал на боку, тяжело дыша. Его глаза-бусинки были полны ужаса. На другом берегу стадо замерло. Слониха-мать стояла по грудь в воде, ее уши были широко расставлены, а хобот поднят вверх, ловя запахи. Между ними было 30 метров ревущей стихии. Марк начал растирать бока слоненка, пытаясь согреть его и выгнать воду из легких. Через 10 минут, которые показались вечностью, малыш издал слабый писк, дернул ногой и, пошатываясь, поднялся. Он был на чужом берегу, отрезанный от семьи. Марк ожидал, что стадо начнет трубить от ярости или попытается снова переплыть реку, что было бы самоубийством. Но произошло нечто, чего он не видел ни в одном документальном фильме. Матриарх издала долгий, низкий звук, похожий на гул церковного органа. Остальные слоны, а их было около 15, внезапно выстроились в идеальную шеренгу вдоль берега. Они замолчали. Сначала Марк подумал, что они уходят, но нет, слоны начали синхронно опускаться на колени. Они склонили головы, касаясь бивнями мокрой земли. Это выглядело как коллективный поклон, древний ритуал признания. Затем старая слониха сделала шаг вперед. Она вытянула хобот в сторону Марка и начала издавать мягкие воркующие звуки. Это не была агрессия. Это была благодарность. В этот момент вода в реке начала странным образом спадать.
Возможно, выше по течению прорвало естественную плотину из мусора. Образовалась временная отмель. Матриарх, не сводя глаз с Марка, медленно пошла через воду. Она не бежала в ярости, она шла величественно и спокойно. Марк отступил к дереву. Слониха подошла к своему малышу, нежно обхватила его хоботом, обнюхала, убеждаясь, что он цел. А затем она повернулась к человеку. Она подошла к Марку так близко, что он почувствовал жар, исходящий от ее огромного тела. Ее теплый хобот коснулся его плеча. Легкое, почти невесомое прикосновение. Она смотрела прямо ему в глаза. В этом взгляде не было животного страха, там была мудрость тысячелетий. Она приложила хобот к своему лбу, а затем к груди Марка. Стадо ушло в закат, когда тучи наконец разошлись, пропуская золотые лучи солнца. Марк стоял у берега, мокрый и дрожащий от холода, наблюдая за тем, как маленькая серая фигурка семенит в окружении гигантов. С тех пор прошло 3 года. Марк все так же работает в заповеднике, и каждый раз, когда это стадо проходит мимо его стоянки, старая матриарх останавливается. Она не трубит, не просит еды. Она просто поднимает хобот вверх, приветствуя человека, который однажды решил, что законы сострадания выше законов природы. Слоны никогда не забывают. И теперь Марк знает это наверняка.